Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о клематисах, что необходимо с ними сделать в осенний период времени, а именно в октябре месяце, приблизительно до середины октября. Дело в том, что вот мы находимся с вами у клематиса третьей группы обрезки. Он вегетировал у меня и цвел в течение всего лета, практически с небольшим перерывом. Как видите, он имеет хорошую зеленую листву, поэтому, подход к этому клематису несколько другой. Я назову буквально все по пунктам. Итак, первое мероприятие, которое необходимо сделать, это обработка от различных заболеваний на клематисах и от вредителей. Обработка самого клематиса, особенно если он еще у вас вегетирует, посмотрите, фотосинтезирует, то есть есть зеленая листва. Также можно провести обработку и нужно провести обработку почвы, если были обнаружены какие-то такие заболевания, такие как вилт, например, на клематисах. Очень опасное заболевание для этого растения. Кроме того, почву вы обрабатываете таким препаратом, как фундазол. Я слышала, что этот препарат якобы запрещен, но у нас, например, в Беларуси он продается в садовых магазинах, в магазинах семена. То есть этот препарат, в общем-то, используется, насколько я понимаю. Да, он уничтожает и хорошую микрофлору, которая находится в почве. После этого вам в весенний период времени придется добавлять микоризу и различные микроорганизмы, проливать почву различными микроорганизмами, тем самым улучшая ее состав. Это первое мероприятие. Второе мероприятие – это обязательные подкормки. Вообще клематисы начинают подкармливать с конца августа. Те, кто очень спешит, можно с середины августа, но не используем при этом удобрения азотные, а используем в большом количестве фосфорное удобрение, калий, и можно микроэлементы. Микроэлементы хорошо пойдут по листовым пластинкам, если таковые есть на ваших клематисах. Кроме того, что можно использовать? Прежде всего, это монофосфат калия. Можно использовать суперфосфат, заранее разведя его в горячей воде. Он достаточно плохо растворяется. Поэтому вот такая подкормка. И, как я уже сказала, это можно добавить еще и микроэлементы по листу. Если же таковых нет, листья у вас не зеленые, уже опали, то можете пролить монофосфатом калия клематис или, так сказать, добавить непосредственно в почву суперфосфат. Для того, чтобы ваши клематисы выглядели хорошо на следующий год, можете добавить, пролить его известковым молочком. Вообще эту процедуру надо проводить весной, но если есть время сейчас, то также можно это сделать. Я, например, если у меня позволяет время, я проливаю свои клематисы дважды известковым молочком. Почему? Потому что у нас очень кислые почвы, и все питательные элементы, они хуже усваиваются, если кислотность почвы выше определенных норм. Поэтому свои клематисы я проливаю дважды. Следующее мероприятие – это прополка клематиса. И опять-таки, после того, как вы его пропололи, подрыхлили, вы начинаете постепенно его готовить к зимовке. Но готовите его не сразу. Особенно это касается клематиса второй группы обрезки. Обрезаете по правилам клематисы. Оставляя определенное количество сантиметров длины плети, и укладываете постепенно клематис
на почвенный слой или же на какую-то такую подстилку, для того, чтобы не гнили побеги, для того, чтобы их хорошо сохранить к следующему году. В качестве вот такой подстилки могут быть еловые ветки, вот, для того, чтобы клематису, так сказать, было и тепло, и прикрыть корневую систему. Может быть какой-то рубероид или же еще какой-то материал, тот, который не намокает. Ну и не спешим ваши клематисы делать им сухое укрытие. Не спешим, для того, чтобы не пострадала от этого корневая система. Вот такие мероприятия необходимо сделать уже в октябре месяце. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.